Возвращаемся в колыбель Death Metal безумия, штат Флориду. И это уже 4-е видео, посвященное становлению жанра на просторах США. И 2-е про команду, которую можно смело называть отцами данного направления — Morbid Angel. Ссылка на 1-е видео сами знаете где. На дворе 1988 год. Золотой состав Morbid Angel отыгрывает материал Thy Kingdom Come и готовится к своему первому турне по просторам США. Загвоздка была в том, что у банды Трея не было по-настоящему добротной студийной записи. К тому же, в интервью музыканты говорили, что у них не было поддержки лейбла. Стоп! А как же Горе Records Винсента? Ах да, эта шляпа была никому не нужна. И, видимо, после того, как выпустила в кавычках дебютную работу Морбидов, растворилась в богохульном тумане. В общем, у парней на руках была куча самописных демо и огромное желание показать метальному андеграунду, на что 4-ка из Флориды способна. И Трей сел за телефон, чтобы обзвонить всех знакомых из Death и Трэш команд с просьбой приютить их на какое-нибудь шоу. В то время за хренову 1000 миль на север, в Нью-Йорке, фронтмен молодой команды Immolation Росс Долан знакомится с девушкой, живущей недалеко от него и выпускающей самый издатный журнальчик, посвященный нелегкой музыке, под названием Ultimatum. Ким Огуст. Росс вручает ей свое демо, а в ответ она знакомит его с записями флоридских первопроходцев жанра, попутно дав Трею контакты парней из Нью-Йорка. И вот уже Азатот звонит Долану. Во время разговора Пит Сандовал терзал ударную установку, чем позабавил басиста Immolation. Батя Ангелов просит устроить для них пару шоу, что Росс и делает, попутно запихивая и свою зеленую команду на 3 концерта. В клубе Стритс в Нью-Йорке, в клубе Sundance на Лонг-Айленде, а также катит с ними в Нью-Джерси, в местечко под названием Escapades. Долан, вспоминая то время, говорит, что он был безумно удивлен техникой Морбидов, по сравнению с которыми Immolation вообще не умели играть. Ну и нью-йоркские парни поняли, на кого им стоит равняться. Наступает осень, и Морбиды на своем школьном автобусе отправляются в свое первое турне, которое таковым можно назвать с большой натяжкой. Колымагу Ангелов в октябре 1988 года многие могли видеть на обочине вблизи штата Нью-Йорк. Ведь, по словам Винсента, корыто постоянно ломалось, и они останавливались, доставали ящик с инструментами и ремонтировали свой турбас. Ведь желание максимально распространить свою музыку по ушам американских металхедов было огромное. Даже скромных гигов с 50 потными фанатами злой музыки уже было достаточно для 4-ки парней, прикативших из солнечного штата. Но концерты, конечно, хорошо, но Ангелам уже надо было обзаводиться первым, если не считать Abomination альбомом. Проблема была все той же. Лейблы не хотели иметь дел с молодой командой из Флориды. По воспоминаниям Дэвида, одни обвиняли Морбидов в отсутствии мелодичности в вокале, другие в том, что в США слишком много всяких ангелов. И, мол, стоило бы для начала сменить название. Винсент дни напролет сидел с телефонной трубкой и посылал всех подряд за отказ сотрудничать с молодыми дедстерами. Но в помощь пришла вся та же подпольная сеть распространения демо-записей. И далеко за океаном барабанщик одной команды, которая уже нашла свое место в музыкальном бизнесе, тоже узнал о существовании тяжелометаллической сцены в Тампе. Мик Харрис, обслушавшись Thy Kingdom Come, решил взять свою подругу, потратить отпуск на посещение сейшенов в главном городе флоридских дез-металлистов, куда и отправился в августе 1988 года. Драмер Napalm Death попадает на репетицию к Morbid и, проникшись музлом, что рубили парни, по возвращению домой мчит главарю лейбла, который уже давно подписал Напалмов, Дигби Персон, владельцу небезызвестных Earache. Харрис убеждает его в том, что подписать контракт с чуваками из-за моря просто необходимо, и риски оправдаются. Дик уже давно присматривался к зарождающемуся жанру, как в США, так и в Швеции, и, недолго думая, взял Morbid Angel под свое крыло. А Диге вообще стоит снять отдельное видео и рассказать про его вклад в популяризацию жанра. И вот, наконец-то, мы можем поговорить о первой крепкой работе и каноничном death metal альбоме от Морбидов — Altars of Madness.
Начинается 1989 год. Или заканчивается 88-й, тут информация разнится. И Трей с товарищами отправляются в самую популярную в кругах почитателей зарождающегося жанра студию Morris Sound. По воспоминаниям Винсента, детище братьев Моррис являлось меккой команд, пытающихся примкнуть к смертельному металлу, с отличной компанией обслуживающего персонала, которая врубалась в то, что нужно малолетним гривотрясам. Ну и, конечно, то, что студия была не только во Флориде, но еще и в Тампе, было вообще шикарно. На помощь к парням, взяв некую сумму денег, по меркам Дэвида не сильно большую, мчит сам Дигби. Как позже рассказывал Ричард, Дик внес большой вклад, сбалансировав неукротимую жажду парней напихать всего во все. Но, тем не менее, не давая им расслабиться и тратить время в студии впустую. А как говорил сам Брюнелл, Morris Sound — такое место, где время — это деньги. Ангелы подошли к записи, тщательно отыграв материал, проапгрейдив песни с Abomination и максимально настроив себя на короткую, но плодотворную сессию. Но не всем было так же просто, как тройки Трей, Дэвид, Ричард, которые уже сыгрались и участвовали в записи первой демо-работы. По воспоминаниям Сандовала, работа в студии далась ему морально тяжело, ввиду малого возраста, отсутствия сыгранности с парнями и вообще навыков дэз-метал барабанщика. Тем не менее, то, что мы можем услышать на пластинке, поистине шедевральная работа молодого драмера. А за тот же, наоборот, подошел к записи полной мрачной энергии, доказать всем, насколько Морбиды быстрее и тяжелее всех команд в жанре. Тогда, по его словам, была негласная конкуренция, и все хотели выпендриться друг перед другом. Что сказать, подростки, они и есть подростки. Спустя годы Трей вспоминал с улыбкой ту борьбу внутри сцены. Лирика была пропитана отсылками к Лавкрафту и цитатами из его Некрономикона. В одном из интервью Винсент говорил о том, что Lord of All Thieves and Plague вообще состоит из заклинаний, взятых из книги мертвых. Трей, говоря о текстах, описывал их как ритуалы в реальном времени и говорил о том, что старался делать треки как некие церемонии, проводимые во имя древних мрачных богов. Также Азатот хотел добавить в звучание долю психоделики и для вдохновления постоянно гонял записи Pink Floyd. Отдельно стоит поговорить об оформлении пластинки. Художникам, работавшим позже с такими титанами дэз-металла, как Dismember, Malevolent Creation, Suffocation и Vader. Дэн Сигрейв. Винсент, вспоминая, как выбиралась обложка, рассказывал, что прилетел в Англию и, придя к Дэну, увидел картину. Он даже не помнит где, возможно, в его портфолио, и сразу понял, что этот рисунок должен стать обложкой их первой пластинки. Брюнелл тоже отписал кипятком от выбора Винсента, а Пит больше уделял времени оттачиванию своего мастерства и мало интересовался лирикой и обложками. Поэтому мне кажется, что его мнение вообще никто не спрашивал. Трей же, вспоминая про этот выбор, говорит, что обложка была неплоха. Некоторые лица, конечно, смотрятся глупо, но все же для того времени вполне себе неплохо. Видимо, Азатота кто-то уговорил принять эту картинку. Хотя, по-честному, иллюстрация и впрямь хороша. Сигрейв действительно талантливый человек. Под видео будет ссылка на сайт с его работами. Обязательно зайдите к нему. Отдельно стоит отметить и то, что предприимчивый Дик, помимо винила и кассет, решил выпустить альбом на более дорогом носителе, на компакт-диске. И дабы как-то привлечь потенциальных слушателей, поместил на элитное издание бонусным треком Lord of All Thieves and Plague. Насколько это сильно повлияло на продажи, неизвестно. Конкретной информации об этом трюке я не нашел. Итак, 12 мая 1989 года, благодаря Earache, вышел первый нравящийся всем музыкантам Morbid Angel альбом Altars of Madness, и он стал более чем успешным. Пластинку приняли, и публика жаждала видеть вживую своих новоиспеченных кумиров. Особенно публика на родине лейбла, набирающего массу на дэз-грайнд-сцене. И не прошло и года, как мечта многих молодых метальных звезд из США сбылась. Earache решили бомбануть неслыханно крутую заварушку из самых топовых команд лейбла, просто раздавив звуковыми волнами публику Туманного Альбиона. И вот, собрав наикрутейшую обойму, куда вошли Napalm Death, Bolt Thrower, Carcass и единственные представители нового света Morbid Angel, Дигби со товарищами мутит Grind Crusher Tour.
Да, афиша, от которой потечет любой ценитель олдскульного дез-металла и грайндкора. 7 городов Соединенного Королевства и 7 дней, сотрясавших сцены локальных клубов. Как вспоминает Винсент, для морбидов это было сродни ребенку попасть в халявную кондитерскую, но при этом они чувствовали себя детьми. Ведь в сравнении с Напалмом, который уже отыграл кучу концертов по всему миру, да и с каркасовцами или болтами, которые за спиной имели больше десятка концертов на просторах страны, Ее Величество королевы Елизаветы II, ангелы чувствовали себя малолетками. Но тем не менее, они отправились в тур, максимально отрепетировав материал, и не посрамили имени флоридского дез-металла. Дэвид рассказывал о том, насколько дружеская атмосфера царила в турне, и насколько было круто играть и общаться с парнями, которых они слушали в период написания материала для дебютного альбома. Наверное, и Питу было приятно видеть своего бывшего коллегу по Terrorizer, Джесси, который не так давно примкнул к Napalm Death. Журнал Decibel назвал этот тур легендарным, и я с ними согласен. После последнего концерта, отыгранного этой наикрутейшей четверкой, европейский тур морбидов не закончился. Под опекой их британских корешей из Napalm Death флоридские дедстеры продолжили сеять мрак Лавкрафта по территории Старого Света, побывав в Германии, Голландии, Бельгии, Франции, Дании и Швеции. К составу временами цеплялись местные команды, среди которых был, например, Pestilence. К концу декабря ангелы вернулись домой, и, как говорит Винсент, играя последний концерт, все они хотели, чтобы этот праздник никогда не заканчивался. И тур бы продолжался и продолжался, так как это было восхитительное время. Вскоре Ушная Боль выпустила под вывеской Grind Crusher 75-минутный сборник, куда вошли и наши сегодняшние герои, и рекламила его везде, включая скейтерские журналы. Но концертная машина Morbid Angel только набирала обороты. Для начала небольшое отступление. Вернувшись домой, парни, не сбавляя оборотов, продолжают усиленно репетировать. Одна из таких встреч начала 90-х попала под пристальный взгляд какого-то человека с камерой. Еще смотря фильм Florida Trash Till Death, я удивлялся, когда вокалист Acid Earth, показывая их репетиционную точку, приводил журналистов в какой-то гаражный кооператив. Морбиды репетировали именно в таких же условиях. Открыв нараспашку двери и выйдя на улицу, они разносили по округе зловещие звуки. Да, сложно представить, чтобы у нас в начале 90-х какая-нибудь дез-метал команда также джемила. Думаю, через пару минут они бы услышали со стороны соседних построек: слышь, нифер, иди сюда нахуй!» Через несколько месяцев в конце апреля бригада Азатота снова отправилась радовать фанатов нелегкой музыки на просторах США. И даже заглянула в Мексику, а также посетила ряд фестивалей: Michigan Death Fest и Heavy Metal Fest, закончив трясти Death Metal сцену лишь в начале декабря, чтобы сделать рождественскую передышку, с новыми силами продолжить гастролировать. Но одними живыми выступлениями публика сыта не будет. И морбиды уже готовили новый уровень отборного флоридского дез-металла. Итак, отыграв последние концерты в 90-м, парни снова отправляются в студию, чтобы в январе 1991-го приступить к записи альбома, который по праву должен входить в десятку самых лучших дез-метал альбомов за всю историю человечества. Blessed are the Sick. Morbid Angel отправляется в уже полюбившуюся студию Mori Sound, но уже не привлекая хозяина Earache. Видимо, тот доверял Трею с компанией. Самостоятельно, хотел бы я сказать, но нет, при большом участии Тома Морриса. Они пишут материал ко второй полномасштабной работе. Соответственно, бюджет на запись был уже не таким скромным, как в случае с Ulcers. И парни могли немного поэкспериментировать в процессе создания Блаженных. Том Моррис вложил много труда, работая с Винсентом над различными вариациями голоса. Стоит сказать, что во время записи Дэвиду пришлось бросить курить, чтобы справиться со всем тем, что предлагал хозяин студии. По словам Винсента, это не могло не сказаться на голосе, который стал глубже и сильнее. Том использовал максимально возможное количество девайсов и сидел с Треем, экспериментируя с соляками, применяя различные эффекты на разных партиях в поисках идеального варианта. Ну и
и, конечно же, колдовал над ударными, чтобы все звучало разборчиво, четко и при этом не теряло атмосферности. Заморачивался с сэмплированием рабочего и бочки, придумав сложную схему, как все осуществить и самое главное, чтобы все работало. И, естественно, Пит Сандовал старался как только мог, чтобы весь труд Тома не ушел в мусорное ведро. Вспоминая запись альбома и сочинение материала, и Трей, и Винсент говорили, что вдохновлялись классической музыкой и старались добавить ее привкус в свою работу. Обложка была выбрана под стать тому музыкальному гурманству, что было у парней в то время. Картина 1895 года «Сокровища сатаны» бельгийского художника-символиста Жана Дельвиля. Знаково и то, что эта работа стала прорывом и новым витком в творчестве ее создателя. С ней популярность Жана многократно выросла, как, собственно, и популярность Morbid Angel. Дэвид рассказывал, как полотно привлекло его внимание в какой-то книге по изобразительному искусству. И то, как величественно и восхитительно на нем был изображен сатана, подкупило молодого музыканта из Флориды. Позже менеджеры лейбла связались с музеем, которому принадлежали работы бельгийского художника, и выкупили право на использование картины в качестве обложки альбома. Интересно, что сам Дельвиль вкладывал другой смысл в свое произведение. Без духовности, кроткости, поглощенные материальными ценностями и погоней за удовольствиями, мы все станем рабами дьявола, станем для него тем самым сокровищем. Таким образом, художник пытался показать, насколько духовные ценности стоят выше материальных. Сомневаюсь, что парни из Морбидов об этом знали. Отдельно хотелось бы отметить фотосессии для альбома, где флоридские мальчуганы выглядят прям как настоящие рок-звезды. Отгремели студийные страсти, и парни отправляются концертировать дальше. 1 марта стартуют гастроли по США, в ходе которых Morbid Angel отыгрывает около 10 концертов, после чего проходит их первое бразильское турне Morbid Brazilian Tour 91. В ходе этой вылазки в страну, где много диких обезьян, Морбиды джимуют с еще одними легендами тяжелой сцены. Винсент отзывался об этом турне как о самом впечатляющем, говоря, насколько его удивили своей отдачей фанаты из Южной Америки. Не успев вернуться домой, парни мчат в Европу на фестиваль Metal Sea Festival, а также незадолго до релиза второй работы гремят на культовом мероприятии под названием Dynamo Open Air. Ангелы в тот период отыгрывают просто колоссальное количество концертов, как в Европе, так и в США, еще до тура в поддержку альбома. Но до того, как начался American и European Sickness Tour, лейбл команды делает шаг конем, переиздав кое-что из прошлого Morbid Angel, а точнее Abominations of Desolation. И тут есть интересная история. В начале 90-х на европейском рынке появилась бутлежная конторка из Люксембурга под названием Headache и логотипом, уж очень похожим на Earache. И, собственно, специализировалась она на копировании продукции известного нам лейбла. Кто стоял за этими пиратами, неизвестно, но кровушки бриташкам они попили изрядно. И, конечно же, выпустили на своих пластмассовых кругляшках, не спросив, соответственно, разрешения ни у Морбидов, ни у ушной боли, то ли демо, а то ли альбом Abomination. Бутлегерам почему-то захотелось красок, и, не придумав ничего лучше, зашпиндорили кусок обложки английской группы Desecrator. Да еще и не убрав название их альбома. Ну, что за халтура? Видимо, в какой-то момент, спохватившись, предприниматели из маленькой страны исправили свой косяк. Руководство Earache, поняв по их словам, что с засранцами не получится бороться, решили все же смахнуть пыль со старых бобин и переиздать эту работу. Соответственно, класть диски со старым оформлением в магазины и шокировать их хозяев никто не хотел. Поэтому было принято решение переоформить лицевую сторону, за что взялся английский иллюстратор Марк Рейвен. Ну и, конечно же, лейбл не остался в минусах и заработал денег на растущей популярности флоридской команды, хотя внес путаницу в рядах почитателей Morbid Angel. Время летит, и парни из Ангелов готовятся к турне, которое потрепет нервы как музыкантам, так и техникам, что поехали с ними. Для тура по Европе парням попадается не самый лучший менеджер, с которым комплектом идут два в усмерть ушатанных автобуса с такими же не самыми прекрасными водителями, по крайней мере, по воспоминаниям очевидцев. В одном корыте ехали Морбиды вместе с техниками, а в другом везли оборудование. Все оборудование используемое в турне.
Однажды, отыграв гиг и направляясь к границе между Швецией и Норвегией, ночью 1 декабря 1991 года группа, естественно, передвигалась между концертами по ночам. Водитель гробовозки с инструментами, видимо, заснул и съехал с дороги. Да не просто съехал, а перевернулся несколько раз, уничтожив таким образом практически все оборудование. Когда рассвело, парни, собирая остатки того, что уцелело, уже не надеялись, что тур продолжится. Да, это было фиаско, так как играть ангелам попросту было не на чем. Стоит еще сказать и о том, что за много миль до этого места, где вся команда, держась за голову, не знала, что делать, уже ждала армия голодных скандинавских фанатов из Стокгольма, толпившихся возле клуба в надежде увидеть своих кумиров. Несколько гитар, несколько педалек. Вот все, что выжило после аварии. Ни барабанов, ни усилителей. Но благодаря поклонникам группы и, конечно же, участникам Entombed и Unleashed был собран нужный став для выступления. В любом случае, по словам Винсента, они запомнили этот тур на всю жизнь. Сказать, что на этом приключение Морбидов в Европе заканчивается, нельзя. Все, что копилось уже давно, начиная с условий, в которых парни из Флориды передвигались, и заканчивая гибелью оборудования, не могло остаться внутри команды техников, что путешествовало с ангелами. И вот американский батальон смерти прилетает на крупный фест в Германию, разогревать толпу перед тем, как на сцену выйдут Sepultura, Motorhead и Creator. И буквально еле успевает ко времени выхода на сцену. Нервы у всех натянуты. И в какой-то момент турменеджер начинает высказывать свою точку зрения на поведение парней, что так не кисло подпаливает жопу гитарного техника Эрика Портлоу. И не стесняясь в выражениях, он объясняет пареньку, кто он такой и где его место. Менеджер, не захотев проглатывать то, что в него прилетело, решает включить режим Mortal Kombat и отвешивает леща члену команды Морбидов, который был крепким пареньком из флоридской глуши. И вот не проходит и минуты, как Эрик впечатывает горе Шансунга в пол и начинает вбивать его голову в бетон, после чего швыряет об ближайшую стену, где по несчастливой случайности находилось окно, которое разлетается вдребезги. Только подоспевший техник группы Creator умудряется оторвать залитого кровью Портлоу от своей жертвы. Менеджер, если что, остался жив, не переживайте. Но, как говорится, хотели европейский Sickness, Sickness есть у меня. Эрик, конечно, был наказан и остаток тура провел в гостиничном номере. Но разбавим грустные моменты в истории позитивными, ведь в жизни команды многое имело две стороны медали. Рассвет музыкального видео. MTV дал возможность, по сути, рекламировать свою музыку, свои команды. И тяжелометаллическая сцена тоже хотела заявить о себе. Death снимает видео на песню Lack of Comprehension, и Morbid Angel тоже не отстает от своих земляков и снимает видео на Blessed Are the Sick. Но, увы, набирающие в то время популярность американские музыкальные каналы не были так уж благодушны к творению команды Азатота. Антихристианские символы, мелькающие в кадре, и обнаженка закрыли парням путь на MTV, хотя все тот же Handbangers Ball брал у них интервью. А вот европейские каналы были более открыты и менее религиозны. И, например, Viva спокойно крутил творения Морбидов в вечернее время, создавая все большую армию почитателей Death Metal в старом свете. Отгремели последние концерты в поддержку альбома Blessed Are the Sick. Парни слетали даже в Австралию и подошли вплотную к тому, что нужно реализовывать новый накопленный материал. Но, увы, долгое затишье в кадровом составе прервалось неожиданной для фанатов команды потерей. Рост популярности и рок-н-ролльная жизнь многих до добра не доводят. В конце 1992 года команду покидает Ричард, или точнее его вышвыривает. На вопросах о причинах такого решения Трей отвечает, что Брюнелла отстранили от Морбидов за злоупотребление веществами, которые употреблять не стоит. Если смотреть на дальнейшую жизнь уже бывшего гитариста Ангелов, то в это охотно верится. Вопрос тогда возникает сам собой: а почему нельзя было помочь человеку, который бок о бок с тобой почти 10 лет колесил по всему земному шару, записал 3 альбома и вообще тащил дэз-метал на заре его становления? Не думаю, что Сандовал имел право голоса, хотя с командой
командой он уже прошел и запись, и перевернутый автобус. Ладно, Винсент, который умел избавляться от трудностей, если вы понимаете, про что я говорю. Почему Трей никак не поспособствовал тому, чтобы помочь своему корешу, а просто выкинул его из команды? Сам выброшенный на обочину музыкант говорил о личных мотивах, по которым он ушел, если так можно выразиться. Ричард говорил, что Трей был в разы талантливее, и он попросту не поспевал за ним. Пока Брюнелл ковырял один риф, а за тот придумывал с десяток зубодробительных тем. Профессиональный рост троицы был колоссальным, и Ричард просто не дотягивал. Поэтому группа приняла решение, что он будет двигаться нахуй, что он будет двигаться дальше в другую сторону от группы. Но пока рано заканчивать рассказ о Ричарде. Он еще появится в истории про ангелов. Лишившись одного бойца из старой гвардии, парни и не думали останавливаться. Да и лейбл не придал особого значения кадровым перестановкам в составе Morbid Angel. Ведь студия была оплачена, и публика жаждала новую работу от флоридцев. Уход Ричарда прошел и мимо менеджера команды, Гюнтера Форда, который уже пробивал для группы тепленькое местечко, договариваясь с мажорным лейблом, который должен был выпустить на просторах Северной Америки третью полноформатную работу от Морбидов. Но об этом мы поговорим в следующий раз. А перед тем, как вы выключите видео, пробегитесь вот по этим кнопочкам, и флоридская сцена будет жить вечно.